Здравствуйте, подписчики и гости канала. Вы на канале «Школа танца онлайн». И с вами я, Татьяна Медведева. Сегодня мы разберем элементы с партерной техники под кодовым названием «Книжка». И сейчас разберем поэтапно. Исходное положение, сидя на бедре, ноги согнуты в коленях. Одна, в данном случае левая, стоит на стопе, вторая, правая, как бы огибает левую собой. И все, что нам нужно будет сделать, это проехать вперед за правой ногой, толкаясь левой от пола. Раз и два. И в другую сторону. 3 и 4. Во время отталкивания от пола левая стопа может остаться на месте, либо проехать вперед вместе с корпусом. Ошибкой будет, если левая стопа во время толчка уйдет назад. Вот так делать не нужно. И сейчас важный этап, на котором мы должны научиться правильно приземляться. Исходное положение то же самое. Здесь, опираясь на правую руку и на левую ногу, выносим правую ногу в сторону, отрывая центр тяжести от пола. Приземляемся на подъем, затем на икроножную мышцу и на бедро. Меняем ноги местами. Выносим левую ногу. Приземляемся на подъем. В данном случае он наверняка будет в скошенном положении. Подъем, икра, бедро. Раз, два, 3, 4. При освоении этого этапа я рекомендую дублировать движение. Выносим ногу, укладываем на подъем. Возвращаемся на левую, снова на правую. Перекатываемся на бедро и на другую сторону. Раз, 2, 3, 4. Следующий этап, и он же финальный. Мы добавляем прыжок, этакий пролет над полом. Сначала делайте не очень высокий прыжок, и в процессе ваших тренировок высота прыжка может увеличиваться. Этот элемент усвоен, и сейчас мы переходим к изучению элемента «Обратная книжка». Выглядит он приблизительно вот так. Переходим к изучению. Исходное положение, сидя на полу, ноги согнуты в коленях. Перекатываемся на правое бедро. Опираемся правой рукой на пол. Левая нога заносится в свинг, центр тяжести поднимается наверх, и левая рука тоже поднимается наверх. И раз. Возвращаемся, снижаем, но не укладываем на пол центр тяжести. Левая нога описывает большой круг, и сзади мы приходим на левую стопу. Правая нога шагает и приземляется в последовательности подъем, икра, бедро. Следите за тем, чтобы колено не ударялось о пол в этот момент. И здесь мы перекатываемся с бедра на бедро, и все то же самое проделываем на другую сторону. Свинг и подъем тела наверх, снижение, переход на левую ногу, подъем, икра, бедро и перекат. Раз, 2, 3 и раз, 2, 3. И теперь мы добавляем прыжок. Прыжок произойдет в тот момент, когда нога уйдет назад, мы перенесем вес на левую стопу и толкнемся. Как это будет выглядеть? Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Ну а на этом наш урок окончен. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите и задавайте мне их в комментариях. Я прощаюсь с вами и с удовольствием увижусь с вами на своих следующих уроках. Пока!